Всем доброго дня! Ну что, продолжим разбираться с прелестями деревенской жизни. Вторым минусом для кого-то можно было бы посчитать то, что в деревне нету кафе, театров и других развлекательных заведений, что жизнь здесь скучная и неинтересная. Но тут как кому нравится. У меня так, что ни день до новостей. То что-то взошло, то что-то засохло, то распустилось или созрело. К тому же не все городские жители каждый день ходят в театры и кино. И теперь у многих есть автомобиль, на котором несложно при большом желании приехать на премьеру, выставку или прогулку по вечернему городу с чашечкой кофе в уютном кафе. Утятки уже подросли. Как оказалось, один из утят все-таки получился от толстеньких уточек. Я уже думала, что у отца толстенького семейства не может быть детей, а яйцо, помеченное буквой «Т», просто было подписано по ошибке. Но нет, этот милый утенок в черных чулочках определенно из толстячков. По всей видимости, этот джентльмен ухаживал только за одной уточкой, совершенно не обращая внимания на двух других своих жен. Той самой уточкой, яйца которой я практически все отбраковывала из-за того, что они были недостаточно крупные. Пожалуй, я бы даже восхитилась такой преданностью к возлюбленной, если бы мне не приходилось постоянно спасать худеньких уточек от его навязчивых ухаживаний. Но чем вам не сюжет бразильского сериала? Над клубничными грядками нам пришлось установить уголки для сетки, так как актрисы сериала любят гулять по ним, как по подиуму, ковыряя все, что нужно и не нужно. Эти уголки мне также пригодятся следующей весной, когда я буду спасать клубнику от заморозков, которые в этом году были, очень навязчивые. К слову, сетка оказалась не совсем хорошая. Мало того, что она не растянулась на 8 метров, не говоря уже о 10 заявленных, так еще и рвалась на каждом метре. Похоже, в ближайшее время мне придется освоить мастерство плетения сетей. Итак, без кино мы еще можем как-то обойтись, а вот то, что не в каждой деревне есть магазин в шаговой доступности, уже и правда можно посчитать основанием для беспокойства. Наша деревня находится у черты города, и мы закупаемся продуктами в городских магазинах. Но если вдруг внезапно чего-то захочется, то это свое желание придется отложить до поездки в город.
Для тех, у кого нет возможности или желания ездить в городские магазины, несколько раз в неделю приезжает автолавка, в которой можно приобрести продукты и товары первой необходимости. Конечно, отсутствие магазинов и терминалов не самый приятный момент деревенской жизни, но он помогает сократить лишние необдуманные траты и сохранить вашу денежку для чего-то действительно важного, что уже неплохо. Эту рассаду томатов я купила на городском рынке. Среднепоздние брокколи, большие крупные томаты, которые очень долго радуют урожаем и хорошо хранятся. Ранние сорта поранок и любаша в прошлом году очень порадовали урожаем. Ветки просто ломались от количества плодов, и не все опоры выдерживали нагрузки. К ним добавился еще десяток томатов сорта Явор. Это новый для меня сорт. Обещает очень ранний урожай. Уже даже цветочки появились. А капусту я купила сорта Подарок. И она без промедления оправдала свое название. Вместо запрошенных мной 3 десятков растений по приезду домой я обнаружила все 6. И мне в срочном порядке пришлось организовывать для них дополнительную грядку. Молодые кустики лаванды уже ждут пересадки в лавандовое сердце, но пока на это совершенно нет времени. А вот немного семян щавля посеять мы успеем. Листики молоденьких кустиков особенно нежные. Еще один из минусов жизни в отдаленных от города деревнях – это небольшой выбор рабочих мест. Но если вам все же повезло и вас устроила работа в вашем сельскохозяйственном кооперативе, то специальный автобус заберет вас практически от вашего дома и довезет до самого рабочего места, а также обратно домой. То же самое относится и к школам. Детки будут доставлены туда и обратно, что без сомнения очень удобно. То, что поликлиники будут находиться в отдалении, плюсом не посчитаешь. Но физическая активность на свежем воздухе и свежие витамины тоже не пройдут даром. Возможно, ваше здоровье и иммунитет станут настолько крепкими, что вам и не очень-то будут нужны эти самые поликлиники. Возможно, не во всех деревнях вам будет доступен интернет и качественная связь. Поэтому, если вы решили обзавестись домиком в деревне, постарайтесь уточнить этот момент перед покупкой.
Но, возможно, вам очень повезет с чудесным озером поблизости, где можно будет отдохнуть и половить рыбку. А также с грибным лесом. Я уже молчу про шашлыки, которые вы сможете при желании жарить хоть каждый день. А для любителей животных так вообще красота. Если совсем нет времени на совместную прогулку, просто открыл дверь и все. Счастливы и вы, и ваш любимчик. Возможно, кто-то из животных захочет пробраться к вам в дом непрошенным гостем. Жуки и мыши могут проделывать такое в деревенском доме. Именно поэтому на всем первом этаже мы положили на пол плитку, и нежеланные гости перестали быть проблемой. Если из отопления только печь, придется потрудиться и потопить. Но зато только вы будете решать, когда вам включать это самое отопление, а когда выключать. Что невозможно себе позволить, проживая в городской квартире. Вдобавок вы получите особый уют от треска поленьев и ярких отблесков пламени в камине. Но, возможно, зимой вам придется чуть больше помахать снеговой лопатой, чем это было бы в городе. А летом, конечно же, помахать придется газонокосилкой. Но если вы заведете уточек, то махать ею придется уже реже. Может, они делают и не совсем идеальный газон, но такой он мне нравится гораздо больше. Правда, ягодные кустики все же лучше огородить, иначе вы рискуете остаться без урожая. Но ведь уточек нужно кормить, скажете. Конечно, нужно. Но ведь к малоуходному газону вам добавятся еще и яйца. Вкусные и полезные, а также самое экологическое удобрение для ваших грядок. Ах, грядки, но ведь их же нужно полоть, скажете вы. Конечно, нужно. Но какие прекрасные овощи без всяких вредностей вырастут на них для вас и вашей семьи. Ну и, конечно, вы можете не заводить уточек. И не сажать грядки. Засеять все газоном с невысокой травкой, прикормить диких птичек и просто наслаждаться свежим воздухом, пением птиц. И с чашечкой кофе в руках любоваться невероятными вечерними закатами. Ведь это ваш дом, ваша крепость и ваша жизнь.
И они должны быть такими, как этого хочется вам.